Да, сыграл я пару каток в доте. Пиздец. А ведь еще надо обзор на что-нибудь сделать. Ну, хоть что-то. В принципе, многие так или иначе знают происхождение второй доты, появившейся из кастомной игры в третьем Варкрафте, потенциал которой заметил жирный Габен, забрав не только основную суть данной кастомки, как все остальные, но еще ее название, героев и многое другое, выкатив продолжение оригинального мода. Отчего у самой Blizzard в игре, которой была создана эта кастомка, немного подгорела, и она с венделями стала судиться, ибо не хотела терять потенциальную золотую жилу. Правда, суд по итогу она проиграла, из-за чего ей пришлось нести новые правила в пользовательские соглашения Варкрафта, попутно рвя волосы на жопе, чтобы в следующий раз такая ситуация не повторилась. Как бы то ни было, Dota — это мультиплеерная командная игра, суть которой заключается в том, что у нас есть карта, поделенная на сторону света и тьмы, у которой есть 3 тропинки, ведущие к тронам, которые нужно разрушить. Если что, я описал все достаточно кратко, поскольку если погружаться в подробности, то это затянется надолго, так как здесь столько героев, способностей, предметов и завязанных на всем этом механик, переплетенных местным лором, что проще мне будет пересмотреть все серии One Piece, Джоджо и Евангелиона, попутно пытаясь найти в каждой серии философский подтекст смысла бытия. И это я не говорю про то, что с 2013 года игра кардинально успела поменяться несколько раз, как в графическом, так и в балансовом плане. В общем, Dota 2 достаточно неприветливая к новичкам игра из-за своей технической сложности. Хотя не только из-за сложности, ибо в командной игре по сути нет команды, так как если ты играешь один в обычном паблике, то с большей вероятностью тебе начнут говорить твои тиммейты, пригласившие твою мамку по 100 раз в кино, какой ты криворукий, нахер ты сюда пришел, удали доту и убейся головой об стену. Может, вам в рот вашу маму отпердолить? Я как плод, мне нужна агать. Брат, твою маму ебал, со шлюхи тупой, блядь. Хуй тебе, дебил, блядь, как сын шляпы ебаной. По крайней мере, ранее было так. Не знаю, то ли со временем токсичность комьюнити упала, то ли мне просто повезло, но сколько я не отыграл игр для обзора, я вообще не получил ни одного упрека в свой адрес, что на самом деле было очень даже удивительно. Но как бы то ни было, лучше играть с друзьями, чем с рандомными людьми, поскольку все-таки веселее, когда тебя ебут именно с твоими тиммейтами, а не наоборот. Ибо в доте работает правило, либо ты ебешь кого-то, либо тебя, а ты при этом еще попутно крепчаешь. Deep, dark fantasies. И так было и будет всегда. Только теперь данное правило еще сильнее подкрепляется за счет измененного баланса в сторону именно командной игры. Хотя раньше у игроков были немалые шансы закончить игру в Соляново за счет быстрого фарма и сбора нужных предметов. Однако, если у вас нет единомышленников и вы решили поиграть в соло с рандомными людьми, то скажу вам сразу: никогда, слышите, никогда не становитесь на роль саппорта, просто заклинаю вас. И да, иди ты нахуй, бородач. Однажды я послушал твой совет про то, что за саппортов весело играть, и мне это стоило моей порванной жопы от всех этих игр. Ибо тиммейты, которым ты всячески помогаешь, по итогу все всирают, а ты сидишь по КД в таверне, потому что тебе все и вся при любом удобном случае тупо продает. Так что, ребят, берите лучше кэрри или танка. Даже если ваша команда начнет проигрывать, вы хотя бы сможете получить мизерное удовольствие от фана, собрав в свой инвентарь кучу трэшового говна по типу догонов в связке с дробовиком, ну или просто от убийства противников. Хотя если вам хочется получить еще большего фана, то Dota имеет помимо стандартного режима множество других, как официальных, по типу сингл-драфта и абилити-драфта с различными сезонными играми, так и неофициальными, то есть кастомными, в которых имеется либо огромное усиление способностей, новые герои, или вовсе геймплей вообще никак не похожий на обычную доту. В общем, разнообразие тут какое-никакое имеется. Так же, как и шкурок и лутбоксов, благодаря которым Габен купается как Скрудж Макдак в своем золоте. Они не растекаются! Это же куча твердого вещества, формирующая твердую поверхность! Ибо это самая выгодная монетизация, чем изначально, когда игра во время своего выхода стоила 400 рублей. Поскольку многие игроки любят свой статус подчеркнуть какой-нибудь цветастостью, да и к тому же на это можно заработать или сделать ставку на интернешнале.
где среди профессиональных киберкотлетных игроков царит своя атмосфера. В целом, если говорить о второй доте, то это достаточно своеобразная игра за счет той атмосферы, которая там царит, и в первую очередь сложности механик. Хотя вентили так или иначе как-то стараются исправить данную ситуацию за счет введения рейтинга игрока, чтобы ему попадались нормальные тиммейты, более-менее понятного обучения, дабы проще было влиться в игру, поскольку изначально прошлое было тем еще говнищем, и различными обновлениями, исправляющими ошибки и вносящими новый контент. Вроде бы звучит круто, но нет, ибо так или иначе данные исправления не всегда работают. Однако, если вас это в принципе не пугает, то можете попробовать, вдруг втянетесь и проведете в этой игре около 2000 часов или более, кто его знает. Что ж, ну а на этом моменте я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, что думаете по этому поводу. Всем удачи и до скорых встреч! Ах, ну и еще. Аниме по доте говно.